А в качестве процессора будет народный Ryzen 5 2600. Ну что за нудятина? Кому интересна эта Рязань 1060? Мне уже самому от этого тошно. Нет, нужно что-то абсурдное, неадекватное, дикое. Давай, думай, думай, думай. Железо должно работать, а не стоять на полке, собирая пыль. Особенно, если это 775 на DDR3 памяти. Особенно, если аутентично и дешево вернуть его к жизни. Пугает лишь то, что работает эта мать или нет, я не имею никакого представления. Но пока не проверишь, не поймешь. Так что пора вспомнить о тех, чья мощь заставляет олдов взмолиться о 775. И первым таким реликтом будет сильное сердце нашей сборки. Да, начиная подобный квест, стоит понимать, что цены на подобное железо иногда достигают абсурда, поэтому пришлось начать по-настоящему дикую охоту на комплектующие. Результатом стал Core 2 Quad 9400. Не 9550, конечно, но за 700 рублей лучше и быть не может. Думаю, что в паре с DDR3 памятью, которая, кстати, у меня имеется, камушек этот будет цвести и пахнуть. А пока я провожу операцию по реанимации платы, предлагаю вам написать в комментариях свои прогнозы о старте или не старте этой платформы. Тем временем я подключаю питание, объединяю пины и... Как оказалось, шина платы меньше, чем частота памяти, и подружиться им не суждено. Как бы я ни старался и не настраивал BIOS, запуститься не удалось. Но я не я, если оставлю все дальше гнить на полке, так и не принеся пользу человечеству. Нужно все исправить. И так как мать это понимает ячейки памяти только по 256 мегабайт, нам нужно добыть две плашки по 4 гигабайта в двух рангах и частотой 1300 мегагерц. С первой такой у меня никаких проблем не возникло, а вот найти вторую идентичную оказалось не так уж и просто. Стартующая плата — это, конечно, хорошо, но впереди нас ждало самое рисковое и опасное испытание. Ведь поиск древней видеокарты с большой вероятностью может увенчаться провалом, а установка вычурного современного решения в наш Грааль будет дорогим, бессмысленным и нарушит данный мною обет. Проще говоря, назад пути нет. Мне придется собраться силами и найти рабочую GeForce 8000 или 9000 серии. Что я и сделал, но по совершенно другому сценарию. Ведь помимо карты нам требуется приобрести корпус, накопитель и блок питания. А цена покупки всех этих позиций по отдельности получалась бы слишком высока. Благо, Фортуна расщедрилась и предложила покупку целого комплекта.
8800 GT, шикарный корпус Cooler Master, хард на 500 гигабайт в изумительном состоянии и куча полезного в комплекте предполагали увлекательное времяпровождение по пересадке комплектующих. Особенно порадовало, что вдогонку с компом были выручены комплект клавомыши, монитор и рабочий принтер, продажа которого уже окупает всю стоимость комплекта. Однако и тут меня ждал сюрприз. Думаю, мне не придется объяснять, почему блок на 216 Вт, шедший в комплекте с ПК, нам не годится. А ставить в него имеющийся в наличии Be Quiet на 600 Вт – настоящее преступление. Да и флоповод от такого не заведешь из-за отсутствия штекера. Так что мне снова пришлось отправиться в путешествие по поискам блока, найти который по вменяемой цене оказалось сложнее всего. Но вполне возможно. Поэтому наша казна пустеет на 400 рублей, но в нашей сборке появился вполне себе бодрый FSP PNR на 400 Вт, чего нам с головой хватит. И думаю, никто не расстроится отсутствием футажей с чисткой, смазкой и настройкой всего этого добра. Поверьте, повозиться пришлось абсолютно со всем. Кулера, мосты, чипы, блок питания. В общем, залезть пришлось всюду, что сильно бы растянуло хронометраж. Так что давайте уже наконец глянем на то, что у нас получилось. Стабильные 45 кадров в NFS The Run, 50 во второй Мафии, 35 в GTA 5 и 45 в ее старшем брате уже говорят о вполне успешной сборке. В онлайне же ему тоже есть что показать. Танки имеют уверенные 100-160 кадров с минимальной задержкой, а CSGO может порадовать диапазоном 60-100 кадров. Про Stalker и Modern Warfare и говорить нечего, с ними он справляется не напрягаясь. Однако так стало не сразу. Изначально открыв GTA 5, ничего кроме постоянных статоров я не увидел. Играть так было невозможно. И как бы я ни ковырял настройки графики, пользы это не принесло. А уже спустя час пердолинга я обратил внимание на скачущую частоту процессора. Как оказалось, чудил энергосберегающий режим, то и дело сбрасывая множитель с 8 на 6. Принудительно зафиксировав его в BIOS, геймплей стал ровный, спокойный и приятный. От себя могу добавить, что пройти на нем ту же GTA 5 можно с удовольствием. Фреймрейт стабильно выше 30, однако иногда время кадра заставляет ждать, но не критично. Замечу, что все игры тестировались с минимальными настройками графики на разрешение 1280 на 1024 точек, за исключением эмулятора PCSX 2. Его я тестил в родном разрешении второй плойки и Midnight Club 3. Результат перед вами. И это вполне неплохо для ПК 15-летней давности. Посмотреть видосик на YouTube в 2,5К, да и поработать на нем вполне возможно. Тем более с учетом стоимости всего комплекта в 4600 рублей. Воистину 775 великая платформа. Остается только гадать, каково было везунчиком иметь в распоряжении такого зверя в 2008 году. А пока могу сказать, что вдыхать жизнь в валяющееся без дела железо оказалось весьма приятным занятием, согревающим изнутри. Думаю, этот зверек еще поживет и порадует своего нового хозяина. Ну и конечно, я не могу не поблагодарить вас за то, что заглядываете ко мне в гости и поддерживаете на этом пути. На этом я с вами не прощаюсь и надеюсь, что мы скоро снова увидимся. Всем пока!